Многие сейчас узнают это место. Ну, а для тех, кто никогда не был в Одессе, я расскажу, где мы сейчас идем. Мы сейчас прогуливаемся по Приморскому бульвару, одному из самых туристических мест в Одессе. Всех приветствую из очень-очень жаркой Одессы. Меня зовут Виктория, и сегодня мы с вами приехали в центр города прогуляться и насладиться красотой местного бульвара. С начала войны Приморский бульвар был закрыт для посещения, но, можно сказать, к большой радости его открыли, и сейчас мы сможем по нему прогуляться. Бульвар расположен на краю городского плато и осуществляет связь между центральной частью города с морем. Можно сказать, является парадным фасадом при въезде в Одессу со стороны моря. Видите, вот что-то необычное здесь стеклянное стоит. А сейчас я вам расскажу, что это такое. Приморский бульвар уже много лет известен как археологический объект. И в 2008 году, когда была реконструкция бульвара, специалисты Одесского археологического музея обнаружили останки греческого поселения. Его решили не прятать, а накрыть стеклом для того, чтобы все могли видеть кусочек истории в своем городе. Приморский бульвар достаточно интересное место во всех аспектах. И сейчас за моей спиной находится самый первый отель в Одессе. И сейчас я вам его покажу. Этот отель открыт еще с 1827 года. И это гостиница лондонская. Ну, к сожалению, из-за войны сейчас окна здесь на первом этаже забиты фанерой. Не знаю точно, либо они вылетели, либо просто перестраховались, чтобы они не вылетели и из-за этого не пострадали гости гостиницы. Гостиницу лондонскую посещали знаменитые люди во всем мире. Это и Пауло Коэльо, и Марчелло Мастроянни, и Айседора Дункан, и, говорят, даже Марк Твен, в честь которого сейчас назвали парк на Черемушках. Вот это вход в отель. Так выглядят балконы. Это один из самых престижных отелей города. Я смотрела на цены в интернете. Стандарт в этом отеле имеет свою цену 47 евро, а с завтраком 61 евро. Так выглядит вход. Я здесь не была никогда. Была Ирина и сказала, что она бы здесь не осталась, потому что ей показалось, что этот отель полон привидений. Это, конечно, была шутка. Отель замечательный. Можно увидеть, что все стекла в нем проклеены скотчем. На это все смотреть очень больно. Так тихо сегодня здесь. Совершенно нету людей. На Приморский бульвар сейчас мало приезжает отдыхающих и гуляющих горожан, потому что это место находится возле порта, и периодически здесь бывает очень страшно. Вот везде, видите, фанерой все забито. Но мы приближаемся к самому первому памятнику в Одессе. Это памятник дюку де Ришелье. И, кстати, не все знают, что обозначает слово дюк. Это не имя. Это в переводе на русский граф. Поэтому граф де Ришелье, дюк де Ришелье. Все никак мы его не можем показать, потому что он заложен мешками с песком, чтобы он не пострадал. Он такой бронзовый, блестящий, красивый. Все туристы всегда с ним фотографировались. Но
Будем надеяться, что скоро его тоже откроют, и мы вам его покажем. Спасибо большое. Сегодня пешком. А почем сейчас экскурсии? 300 гривен. Вот сейчас в Одессе предлагают. С экскурсоводом, с выходом. С экскурсоводом по городу экскурсию за 300 гривен. Сейчас жара, поэтому мало людей, а вообще, если идти по городу, то часто видно, что экскурсии пользуются популярностью. Подходишь, садишься в машинку и едешь с экскурсоводом смотреть на город и слушать его интересную историю. Вот так бедный Дюк уже стоит 3-й год и не любуется своей Одессой. Идешь, и когда тихо, совершенно забываешь, что сейчас в Одессе война. Но когда видишь вот такие места, как Дюка, заложенного мешками с песком, как отель Лондонскую, забитую фанерными листами, то это все тебе напоминает, что война продолжается и расслабляться нельзя. Отсюда видна Екатерининская площадь. Сейчас она уже переименована, и сейчас это уже площадь Европейская. Вот здесь, на Приморском бульваре, раньше вечерами собиралась молодежь на спортивных автомобилях, на мотоциклах. Не знаю, сейчас, наверное, этого нету, потому что раньше здесь все тусили до 3 часов, до 4 часов ночи, встречали рассвет возле Дюка. Сейчас это просто даже невозможно из-за комендантского часа. Помню, здесь что-то было, но оно сдается в аренду. Уже нету кафе. Ну, вдали слышно, как работают генераторы. А это значит, электроэнергии снова нету. Жара у нас в городе продолжается. И продолжаются отключения света. И еще более сильные они, чем были раньше. Из-за того, что все включают кондиционеры на всю мощность. И теперь нас предупреждают, что света не будет еще больше. Но, к счастью, лето. Можно поехать на пляж, поехать в центр города на прогулку и хоть как-то снять весь стресс, который накапливается ежедневно. Какая прелесть! Лето, весна, чудесная пора года, все оживает, зацветает, и город превращается в какое-то просто экзотическое место. Я не привыкла, что на Приморском бульваре может быть так тихо. Разве что в 6 утра. Сейчас иду, и здесь просто такая тишина. Практически нету людей, как вы видите на видео. Слышно только, как работает порт. И то периодически там что-то грохочет, и для таких людей, у которых уже с этой войной расшаталась нервная система, то я все время вздрагиваю. Потому что очень неприятное чувство. И еще неприятности добавляют то, что пусто. Ты идешь один и переживаешь, чтобы не было сейчас воздушной тревоги, потому что можно очень сильно испугаться. Вот. Так что приезжайте гулять на Приморский бульвар, чтобы нам, таким, кто гуляет поодиночке, не было страшно. Пойдем ближе, прогуляемся к площади. Посмотрим, как она сейчас живет, уже с новым названием Европейская, а не Екатерининская. Немножко Италии вот у нас в городе. Ой, какой пес! Я представляю, как ему жарко. Какая прелесть! Очень жарко, наверное. Так, сейчас мне будет мешать генератор снимать съемку. Ой, такие украинские котики. Одесско-украинские котики. Красивый у нас город. Мы часто этого не замечаем, но он у нас действительно очень красивый. При первой же возможности надо оставлять все свои дела и ехать гулять. И копить положительные эмоции, которые
которых так нам не хватает. Видите, у нас такие улицы, что периодически можно подумать, что ты находишься где-то в Европе. А какие ворота кованые, красивые. Смотрите, какая прелесть. Фотографируется, потому что здесь очень красиво. Кто соскучился за исторической частью Одессы, может сегодня смело смотреть наши видео, чтобы хотя бы виртуально здесь побывать. Думаю, будет интересно войти во дворик, посмотреть здесь дворик в историческом центре города. Мне очень нравятся двери, вот старинные, когда они все по-своему интересные. Вот так выглядят одесские дворики. Смотрите, здесь все дома прям уровнями. Прикольно. Смотрите, зашли в одну сторону. И вот его можно обойти и выйти в другую сторону. И сейчас мы пойдем. Честно, я первый раз сюда зашла. И это очень интересно. И куда же без красивого, рыжего одесского котика. Ну, посмотрите, какая прелесть. Сразу живет, что он... Сразу видно, что он живет в элитном районе города, потому что котик очень упитанный. Привет, красавчик. Ему, наверное, жарко, как он сидит смешно. А вот еще один котик пришел. Но уже поменьше, не такой крупный. В дворе даже есть краник с водичкой. И вот местные жители набирают здесь воду и наливают ее котикам, чтобы тем не было так жарко. Балкончики такие интересные. Красота какая. Смотрите, а здесь можно пойти еще глубже. Класс. Интересно, мы либо выйдем на другую улицу, либо перейдем на в другой двор. Цветочки. Ага, это другая часть дворика. И посмотрите, какая она колоритная. Класс. Какие цветы красивые, мальвы. Просто прелесть. Вау. Вот сюда бы мне такой цветочек, и выглядело бы на видео, как будто приехала в какую-то экзотическую страну. Я безумно люблю наш город, и чем больше прохожусь по местам, в которых давно не была, тем с каждым разом все больше в него влюбляюсь. Все-таки Одессу невозможно не любить. Одесская стирочка висит. Разговаривала только что с жительницей этого двора. Видите, он сзади меня, котик маленький сидит. И она рассказывала, что очень часто водители разгоняются и наезжают на котов. И очень сильно их травмируют или вообще лишают их жизни. Давайте более внимательно относиться к животным. Смотрите под колеса, когда отъезжаете. Не разгоняйтесь в таких местах, где вы видите, что много котов, детей. Потому что котики — это братья наши меньшие, так же, как и другие животные. И давайте будем их любить и заботиться о них. Напуган, он боится камеры. Но он вообще очень красивый, милый. И видно, что их здесь не обижают, а очень даже вкусно кормят. Да? Кс-кс, котик. Одесса действительно подобна на какие-то европейские города. И вообще в мире много городов, подобных друг на друга. Но все эти города отличает одно. Это присущая только одним им невероятная атмосфера. Вот в Одессе она есть, и это ее отличает от других мест. Дорогие наши зрители, спасибо большое, что вы остаетесь с нами, что дарите нам свою положительную энергию благодаря вашим приятным комментариям. Берегите себя и своих близких, и всегда оставайтесь в любой ситуации на позитиве. Одесса передает всем большой привет и поцелуй. До встречи в следующих видео.